Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами ассорти Астаны, и я положила пару кусочков Актобе, так как это тоже казахстанский сорт. Погрызем заодно и Актобе. Так, закусывать мы будем петропавловкой. Я все приготовила. Давайте начнем. Что же у нас сегодня здесь? Астана 2. Астана желтая, Астана 1 белые кусочки, Астана 1 розовые кусочки, Астана розовая, так, и Астана идеал, и Актобе. Меня просили сравнить Астану идеал и Астану 1. Давайте с них и начнем. Так. Ну вот смотрите. Это Астана идеал, это Астана 1. Они отличаются по цвету. Астана 1, она самая светлая из всех видов. Она прям белая. Астана 2, она молочного цвета и серого попадается. То есть она бывает беленькая, бывает серенькая. Астана желтая, приглушенный оттенок желтого. Астана розовая, сами видите, она прям розовенькая. А вот Астана идеал тоже бывают светлые кусочки, бывают темные. Так. Вот так. Астана идеал и Астана 1 отличаются по структуре. Вот видите, какая разница. Белый кусочек, серый кусочек. Ну что, давайте приступим. Так как меня просили сравнить, давайте начнем. Астана 1. Итак, что касается Астаны 1, именно белые кусочки. Потому что Астана 1 бывает двух видов. Белые кусочки и вот такие розовые. Я заказывала это у оптовика. И когда мне пришла она, такая с розовыми, видите, я, конечно, была удивлена. Так, Астана 1 плотная, но по сравнению с другими сортами она мягче. Она имеет самый яркий вкус. Так как я их все пробовала, я знаю, о чем я говорю. Астана 1 имеет самый яркий вкус среди других сортов. Она очень сливочная.
она сильно залипает. При укусе она слоистая, расслаивается на такие тоненькие пластиночки. Недолго хрустит и быстро растворяется в очень залипающую жирную, прижирную кашицу. Залипает она сильно. Вкус яркий. Мокрая побелка, меловой, очень и очень сливочный, слегка молочный. И Астана-1 иногда попадается скрипучая, так же как Астана Идеал и Астана-2. Они тоже иногда попадаются скрипучие. Так, по белым кусочкам я вам рассказала. Давайте пробовать розовые. Вот о чем я говорила, попался скрипучий кусочек. В основном, в основном она всегда приходит чистая, но иногда бывает, что попадаются скрипучие кусочки. Смотрите. Видите? Она хоть розоватая, но в то же время она не похожа на Астану розовую. Вот видите разница? У Астаны розовые такие вот вкрапления фиолетовые. И по структуре они и по вкусу отличаются. Как по мне, вкус у них одинаковый, что у белой, что у розовой. Залипает розовая поменьше, структура чуть меньше жирности. Она жирная, но не такая жирная, как белые кусочки. А вкус один в один. Очень сливочная, меловая и мокрая побелочка. Сейчас мы перебьем вкус Петропавловкой и сравним с Идеалом. Астана-1 настолько жирная, что перебивать сухим классическим сортом Петропавловка очень классно, потому что у нее такая пломбирная, хорошая жирность. Астана Идеал. Астана Идеал у меня лежит вот здесь. Тоже погрызу и опишу. Беленький кусочек. Она плотнее. По структуре другая. Она плотнее, тверже, откусывается сложнее. И нет в ней такой сливочности, как в первой.
Не люблю я серые кусочки у Астана Идеал, но все равно грызанем. Так, Астана Идеал. Она более монолитнее, чем единичка, плотнее, откусывается сложнее. Залипание не такое сильное, как у единички, но она все равно сильно залипает. В ней нет такой яркой ноты сливочности, как в единичке. Здесь, значит, сухая побелочка, вкус меловой, слегка пыльный. Если ее пересушить на батарее, она будет классно хрустеть. Но в последнее время что-то я как-то не сушу ее на батарее, она мне такая нравится. Хороший, плотный сорт, но тоже попадаются иногда скрипучие кусочки. Так, сейчас мы быстренько закусим петропавловкой и перейдем к Астане двойке. Так, Астана 2. Тоже бывают светлые кусочки, бывают темные кусочки. Какой вам пласт попадется. Очень такая, ее в руки берешь, там прямо вот чувствуется, что она жирненькая. Видите, блестит аж вся. Также по грызой пишу. Очень схоже по вкусу на Идеал. А как по мне, двойка будет поплотнее слегка. Вот сейчас пожевала двойку, и для меня это промежуточный вариант между единичкой и Идеалом. Обожаю Астану кусать вот от таких пластиночек. Залипает она чуть-чуть посильнее Идеала. Угу. Я здесь вам описываю свои ощущения. Как по мне, Астана двойка залипает сильнее Идеала. Для меня это, знаете, такой промежуточный пласт между единичкой и Идеалом. Она чуть пожирнее Идеала, поплотнее, залипает посильнее. Вкус мокрой побелочки, меловой, но в принципе они все имеют меловой вкус. И некоторые кусочки отдают такой подвальной сыростью. Прикольно. Так, сейчас снимем залипание.
Что касается внешнего вида этих трех сортов, то их можно отличить только по цвету. И то. Астана Идеал, Астана 2 один в один. А вот Астана 1, она самая белая. Так, Астана желтая. Вот такая красавица. Приглушенно желтого. Она приглушенно желтого оттеночка. Такая красивая. Но структура один в один, как у розовой. Они отличаются только цветом. Давайте пробовать. Попробую откусить от такого толстого куска. Астану, любой сорт, я не люблю кусать большими кусками. Она сильно залипает. Я вот люблю Астану грызть помаленьку. Сразу резко отличается и вкусом, и структурой, и залипанием от тех сортов, которые я описала сейчас. У нее нет такого залипания, а в ириску тугую собирается и очень удобно жевать. И хрустит она получше. И растворяется подольше. Солененький попался. Угу. Астана желтая. Очень резко отличается от других сортов. И структурой. Структура плотная. Откусить от большого куска тяжело. При укусе она суховата. Сначала жуется сухо. Сразу чувствуется при укусе вкус пыли. И когда она постепенно начинает размокать, она образует тугую ириску, которая залипает, но не так сильно, как Идеал, двойка и единичка. И вкус. У нее яркий вкус разнотравия, пыли, дорожной, сухой извести, но нет такого ярко выраженного вкуса мелового, как в белых сортах. И она встречается с легкой солинкой, которую вы чувствуете в самом конце, когда вы ее полностью разжуете. Классный сорт, я его люблю. Иногда, кстати, Астана желтая, вот этот кусок с ярким подвальным вкусом. То есть она имеет яркий подвальный вкус в некоторых кусках. Чистая, не скрипит. Ну, из всего, что я сейчас попробовала, только вот попался розовый кусочек Астаны 1, который поскрипывал. И моя любимица Астана розовая. Ее я обожаю. Ее я обожаю, когда она слегка солененькая. Вот такая красавица. Вот такие красивые кусочки. Вот я ее прям обожаю. Вот смотрите. Она тоже бывает светло-розовая, а бывает вот с такими попадается разводами темно-фиолетовыми. Вот видите? Вот такая красавица. Вся разная. Вот так. Сейчас погрызу, потом опишу. Сразу попался солененький кусочек.
Она не так классно хрустит, как желтая, потому что она быстро растворяется. Самый мягкий кусочек. Астана розовая. Она мягче Астаны желтой. Кусается легче. Также некоторые кусочки имеют солинку, но иногда она попадается прям очень соленая. Прям соль чувствуется. У меня слабо соленая. По соли они схожи с желтой. Соль чувствуется, но очень мягкая. У нее интересная структура. Вот она единственная из всех сортов, когда ее откусываешь, она разлетается на кусочки, и эти кусочки становятся очень скользкими. Их приходится ловить по рту, они начинают, как говорится, гулять по рту. И хруст у ней послабже, чем у желтой по вкусу. Это единственный сорт, где я чувствую земельные нотки. Слабый привкус влажной земли. Также здесь присутствует сухая известь. Она жирная, сливочная. Сливочность чувствуется. В желтой тоже чувствуется, но не так сильно. Классный сорт. Чистая, но тоже иногда попадается скрипучая, как и вся Астана. Все зависит от пласта и от кусочка. Астану розовую я люблю. Мне нравится. Так, сейчас мы быстренько снимем залипание. Залипает она посильнее желтой. Желтая все-таки больше в комочек собирается. Это тоже собирается в ирисочку тугую, но все равно размазывается по рту. Ну и здесь пару кусочков Актобе. Как бы родина у этих сортов одна. Это казахстанские сорта. Также они схожи по цвету, но абсолютно разные по структуре, по вкусу и по всему остальному. Актобе сухой сорт. Солененько. Очень сухой сорт. Прям как прессованная бумага. Он в то же время классно хрустит. И в последнее время прям это стало моим любимчиком. Вылакивает, не залипает. Легко споласкивается водой. У него классный вкус прессованной бумаги, пыли, сухой извести и обалденная солинка. Вот этот кусочек, он солененький. Давайте вот этот попробуем. Прям мне очень нравится, когда она слегка соленая.
Угу. А этот пресный. Прям как газету пожевал. Мне больше нравится Актобе, когда она имеет солинку. Пожадничала, откусила много. А когда ее много откусываешь, очень тяжело ее жевать, потому что она сухая. Она пыльная. После жирной Астаны закусить Актобе — это просто кайф. Вот такой у нас сегодня с вами обзор получился. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.